Глава 1126. Объединение сил. Однако Хань Ли не мог недооценивать эти лабиринтные дорожки в башне. Хотя большинство ограничений и марионеток не были активны, ограничение его духовного чутья все еще действовало. Пройдя бесчисленное количество неправильных путей и используя свои глаза духовного прозрения, чтобы прорваться сквозь бесчисленное количество иллюзий, он, наконец, вошел в транспортную формацию на следующие этажи. Неудивительно, что Мэн Хуцзэ в прошлом насильно ограничивал свою культивацию, заставляя себя сдерживать свою высокомерность и послушно следовал за мастером Цзень Инем. По дороге сюда Хань Ли уже убрал несокрушимых чевкающих демонов и марионетки. Он также прорвался через несколько каменных ворот, ведущих в комнаты с сокровищами, которые еще были недоступны, но внутри не было никаких сокровищ и не активировал никаких ограничений, которые телепортировали его из башни. Возможно, это было связано с тем, что он не использовал фрагмент карты Зала Небесной Пустоты, чтобы открыть каменные ворота, или, возможно, потому что Зал Небесной Пустоты еще не был открыт. В любом случае, эти сокровища были запечатаны в другом месте, и даже ограничения на телепортацию утратили силу. Хань Ли не сдавался и продолжил осматривать каждую из сокровищниц. Однако он должен был признать, что мастер создания ограничительных заклинаний, который установил ограничительные заклинания в Зале Небесной Пустоты, был гораздо более опытным в этом искусстве, чем он мог себе представить. Он прекрасно знал, что в этих местах были и другие загадочные ограничения, но его поиски все же оказались совершенно бесплодными. Таким образом, у него не осталось другого выбора, кроме как выйти из сокровищниц и отказаться от своих амбиций, чтобы одним махом захватить все сокровища в Зале Небесной Пустоты. Несмотря на то, что его усилия до сих пор оказывались тщетными, часто случалось так, что наиболее важная контрольная формация заклинаний в здании находилась в его основной области. В случае Зала Небесной Пустоты более важной основной областью, естественно, был 5-й этаж. В прошлом, когда Хань Ли был здесь в последний раз, мастер Цзень Инь и другие боялись ограничений на этом этаже и хотели получить небесный котел, поэтому они не осмелились исследовать его. Однако, с его нынешней базой культивации и его глазами духовного прозрения, возможно, он сможет найти там что-нибудь полезное. Между тем, Хань Ли не знал, куда телепортировалась ледяной феникс 10-го ранга, его не волновало, что она сбежала из башни или даже из Зала Небесной Пустоты. Это потому, что он уже нашел одну из внешних стен башни и обнаружил там более 10 видов ограничений. Он не смог узнать большинство ограничений, но среди немногих, которые он узнал, казалось, были формации заклинаний, ограничивающие пространственные перемещения. Без использования специальной транспортной формации в Зале Небесной Пустоты было бы невозможно покинуть эту башню, даже если ледяной феникс и обладала пространственными способностями к телепортации. Даже на своем нынешнем уровне культивации он все равно чувствовал, что другие ограничения в стене были чрезвычайно пугающими и непостижимыми. В противном случае он мог бы вырваться из башни с помощью грубой силы, вместо того, чтобы искать место управления ограничениями. После телепортации через 2 этажа Хань Ли наконец достиг 5-го этажа башни и предстал перед террасой ледяного дракона, где он получил небесный котел. Вспомнив об этом, он понял, почему всех великих старейшин Северного ночного дворца всегда называли мастером арктического дракона. Это было еще одно свидетельство того, что Северный ночной дворец и Зал Небесной Пустоты были связаны. Однако после того, как небесный котел был изъят, лестница была разрушена, сохранив следы битвы между Цзень Инем, Ван Тиньмином и другими. К большому удивлению Хань Ли, он обнаружил на террасе женщину в серебряном одеянии. Она смотрела на алтарь с созерцательным выражением лица. Прибытие Хань Ли явно привлекло ее внимание. Она холодно взглянула на Хань Ли, а затем ее тело внезапно покачнулось, превратившись в полосу света, отлетевшую с террасы, и в мгновение ока исчезла в одной из многочисленных голубых дорожек. Хань Ли молча смотрел, как она бросилась прочь с террасы. Он совершенно не собирался ее останавливать. Только после того, как она действительно исчезла из его поля зрения, он медленно направился к алтарю и взглянул в пещеру, откуда получил небесный котел, и расширил сферу своих поисков. Возможно, это было связано с тем, что контрольная формация была спрятана очень хорошо, или, возможно, Хань Ли вообще был в неправильном месте. В любом случае, его поиски снова ни к чему не привели. Шли день за днем, и Хань Ли обыскал весь 5-й этаж. Выражение его лица становилось все мрачнее с каждым днем. В мгновение ока пролетело более полугода, но он все еще не нашел контрольную формацию. В тот день Хань Ли вышел из определенного угла после очередных неудачных поисков. Он прислонился к столбу неподалеку и направился наружу. Неужели контрольная формация Зала Небесной Пустоты находится не на этом уровне, а на одном из 4 других уровней? Пробормотал Хань Ли.
Как раз в тот момент, когда он обдумывал эту возможность, пространство рядом с ним внезапно вспыхнуло белым светом, и из пространственного разрыва появилась женщина в серебряном. Ханли повернулся к ней, но ничего не сказал. Он знал, что она не стала бы искать его без причины, и ему было интересно услышать, что она скажет. В конце концов, она вообще не появлялась на 5-м этаже в течение последних нескольких дней, поэтому, возможно, она нашла выход на одном из других уровней. «Ты уже нашел выход, господин Даосист Хань?» — спросила женщина в серебряном одеянии. «Если бы я нашел его, почему я бы все еще оставался здесь? Судя по твоему голосу, кажется, ты что-то обнаружила». Ханли ответил так спокойно, словно между ними никогда не было никакого конфликта. «Я обыскала все это место и обнаружила, что потребуется объединенная сила по крайней мере 2 или 3 культиваторов стадии божественной трансформации, чтобы силой преодолеть здешние ограничения. Но нас здесь только 2, так что это явно не вариант», медленно сказала женщина в серебряном одеянии. «Я уже знаю об этом», Ханли внутренне вздрогнул, но все еще держался в стороне, стараясь выглядеть как можно более непринужденно. «Разве ты не ищешь контрольную формацию в этом месте?» Женщина, казалось, начала терять терпение и холодно зарычала, а в ее глазах вспыхнуло холодное выражение. Ханли изменился в лице и сказал: «Я действительно ищу контрольную формацию. Ты случайно не знаешь, где она?» Женщина в серебряном одеянии глубоко вздохнула и сказала с мрачным выражением на лице: «Это все, что мне было нужно услышать. Я нашла контрольную формацию, но покинуть это место будет непростой задачей. Но сначала я задам тебе пару вопросов. Как это место связано с волшебной ледяной душой, и является ли этот маленький котел в твоей руке небесным котлом?» Волшебная ледяная душа. Кто это? Что касается этого маленького котла, раз ты говоришь, что это небесный котел, тогда, я думаю, это то, что он есть. Ханли был слегка озадачен этими вопросами, но решил притвориться невеждой. Услышав это, в глазах женщины в серебряном одеянии вспыхнул холодный свет, и лишь спустя долгое время она объяснила: волшебная ледяная душа, древний культиватор, создавший небесное ледяное пламя, и она также матриарх Северного ночного дворца. Похоже, что ты действительно ничего не знаешь об этом. Что касается небесного котла, то я объясню: если у тебя и правда есть небесный котел, то ты сможешь его для активации контрольной формации. Если нет, тогда ты совершенно бесполезен, и мне бессмысленно с тобой о чем-либо разговаривать. В глазах Ханли мелькнуло удивление, и, немного подумав, он сказал все на чистоту: «Раз так, тогда я признаю, что этот котел действительно является небесным котлом. Где находится контрольная формация?» «Отлично, раз ты признал это, пошли со мной. Если мы хотим покинуть это место, тогда в этот раз нам придется объединить свои силы. Прежде чем покинуть это место, я предлагаю оставить наши разногласия в сторону. В противном случае ни один из нас не сможет выбраться отсюда самостоятельно», спокойно ответила женщина в серебряных одеждах и, казалось, была совершенно не удивлена признанием Ханли. Затем ее тело покачнулось, и она полетела в направлении к определенной синей дорожке в виде полосы света. Ханли нахмурился, но у него не было возможности поразмыслить над этим вопросом. Превратившись в лазурную полоску света, он последовал женщиной в серебряном одеянии. Однако, пролетев ненадолго, на лице Ханли появилось удивленное выражение. Он обнаружил, что женщина в серебряном одеянии явно ведет его к террасе ледяного дракона. Это было место, которое он обыскивал бесчисленное количество раз, но все безрезультатно. Однако женщина в серебряном одеянии не собиралась останавливаться, поэтому Ханли мог лишь подавить свое любопытство, следуя за ней. Через некоторое время женщина в серебряном одеянии наконец спустилась на алтарь на террасе. Приземлившись на террасе, Ханли, наконец, смог озвучить свой вопрос: «Госпожа Ледяной Феникс, ты уверена, что это правильное место? Контрольная формация на самом деле здесь. Это правильное место. Хе-хе, я могу найти здесь контрольную формацию даже с закрытыми глазами». Женщина в серебряном одеянии презрительно усмехнулась. «Что ты имеешь? Ты была здесь раньше». Сердце Ханли дрогнуло от удивления. «Как я могла когда-либо быть здесь? Просто на острове Ледяной Волны, где живут наши ледяные фениксы, есть место, полностью идентичное этой каменной террасе. Могу предположить, что небесный котел как-то связан с нашей расой ледяных фениксов», холодно усмехнулась женщина в серебряном одеянии. Прежде чем Ханли смог выразить свое удивление, услышав это, женщина в серебристой одежде внезапно взлетела в воздух и резко указала на несколько мест в воздухе над алтарем. В воздухе вдруг раздался треск, как от фарфоровой посуды, после чего появилось несколько сфер ослепительного белого света. Эти сферы света вздрогнули, а затем резко расширились и в мгновение ока достигли половины размера колеса телеги.
Они начали вспыхивать в воздухе, как палящие белые звезды, а снова объединились в одну, превратившись в огромный шар света, который начал медленно вращаться на месте. Хань Ли поджал губы и не пытался скрыть шок на своем лице. Женщина в серебряном одеянии посмотрела на Хань Ли краем глаз и продолжила. Ее пальцы вспыхнули в воздухе, пока она применяла одну небесную технику за другой, и все они исчезали в шаре света. В конце концов, из огромного шара света вырвался громкий гул, и он превратился в дюжину белоснежных флагов. Каждый из флагов был приблизительно 5-6 футов в длину, а на его поверхности мерцали древние руны и таинственные узоры. Эти флаги формации сделали круг в воздухе, а затем превратились в полосы ослепительно-белого света, вылетевшие наружу и бесследно исчезнувшие в земле. Глаза Хань Ли вспыхнули при виде этого, и в выражении на его лице стало читаться понимание. Прямо в этот момент с террасы ледяного дракона раздался оглушительный грохот. Из центра алтаря появилась массивная формация заклинаний, которая охватила почти всю каменную террасу, а на ее поверхности непрерывно вспыхивали огни всех цветов. Глава 1127. Культивация в замкнутом пространстве. Как только формация заклинаний появилась, они взлетели в воздух и взглянули на нее сверху. Одного взгляда Хань Ли было достаточно, чтобы определить, что перед ним действительно была контрольная формация зала небесной пустоты. Кроме того, в самом центре формации он увидел диаграмму, полностью идентичную небесному котлу. Он сразу же вспомнил, как открыл пещеру высшего нефрита в зале духовной пустоты. Формация, запечатывавшая пещеру высшего нефрита, казалось, использовала подобное ограничение. Однако эта формация была в 10 раз больше, чем эта, и она выглядела более сложной. Женщина в серебряном одеянии заметила вспышку осознания в глазах Хань Ли и, закончив свои небесные техники, спросила: «Ты уже видел эту формацию раньше?» «Я видел подобную где-то в Северном ночном дворце», — ответил Хань Ли. Женщина в серебряном халате не стала расспрашивать подробностей у Хань Ли, а вместо этого сказала: «Понятно. В этом случае ты должен знать, как контролировать эту формацию, верно? Возможно, ты сможешь понять, можно ли использовать для этой цели небесный котел». Хань Ли помедлил, а потом кивнул, открыв рот. Изо рта вырвался шар лазурного света и завис прямо в центре формации. Этот лазурный объект был настоящим небесным котлом, размер которого в настоящее время составлял всего несколько дюймов. Конечно, во время этого процесса Хань Ли постоянно наблюдал за женщиной в серебряном одеянии. Если она выразит намерение украсть у него котел, то он немедленно уберет его. Небесный котел подлетел к центру массивной формации заклинаний и остановился по приказу Хань Ли прямо над изображением массивного котла внизу. В этот момент котел засветился, и из него вырвался столб лазурного света, окутавшись весь небесный котел внутри. Хань Ли почувствовал волнение в своем духовном чутье и снова потерял связь с котлом. Резко изменившись в лице, он взглянул на женщину в серебряном одеянии рядом с ним. Он с облегчением увидел, что женщина в серебряном одеянии не сделала ничего необычного, и он снова перевел свое внимание на небесный котел. Небесный котел внутри лазурного столба света зазвенел и резко увеличился в размерах. Спустя несколько мгновений котел стал того же размера, что и диаграмма внизу. В то же время на котле проявились все древние руны, что были. Хань Ли почувствовал, как его духовное чутье дрогнуло, и он восстановил связь с котлом. Однако его магическая сила начала стремительно вливаться в котел. Хань Ли никак не ожидал этого и резко изменился в лице. В этот момент женщина в серебряном одеянии внезапно сделала печать заклинания рукой, указав в центр формации. Вылетел столб белого света, мгновенно исчезнув в диаграмме котла. Хань Ли сразу почувствовал, что скорость его магической потери замедлилась до приемлемой степени, и он немного расслабился. Если бы женщина в серебряном одеянии не сделала этого, он бы немедленно прервал поток магической силы и убрал небесный котел. Однако небесный котел был похож на бездонную яму, беспощадно поглощающую его магическую силу и женщины в серебряных одеждах. Вскоре половина магической силы Хань Ли была утрачена, и выражение его лица снова стало мрачным. В этот момент из формации послышался грохот. Некоторые из рун начали светиться, но светились очень слабо, словно они только что были активированы. Это не сработает. Нашей магической силы недостаточно, чтобы активировать эту формацию. Женщина в серебряном одеянии изменилась в лице и сразу же убрала печать заклинания, в результате мгновенно рухнул белый столб света. Хань Ли нахмурился и также убрал поток магической силы, а затем махнул рукой в сторону котла. Небесный котел покачнулся, и из него вырвался столб света. Затем он быстро сжался до своего первоначального размера и исчез в рукаве Хань Ли.
Дело не только в недостаточной магической силе, эта контрольная формация может быть использована только культиватором стадии божественной трансформации. Я на средней стадии зарождающейся души, а ты на поздней стадии, так что мы никак не можем сделать это. Ханли посмотрел вниз на формацию, нахмурив брови. Как только небесный котел исчез, то и гигантская диаграмма тоже. Грохот и мигающие огни от формации внизу также отступили, и все затихло. Немного помолчав, женщина в серебряном одеянии сказала: «Не обязательно, чтобы был культиватор стадии божественной трансформации. Если несколько культиваторов поздней стадии зарождающейся души объединят свои силы, этого также будет достаточно». Ханли слегка запнулся, услышав это, а затем повернулся к ней с недоверчивым взглядом. «Ты верно шутишь? Даже 4 культиватора на поздней стадии зарождающейся души не смогут сравниться с одним культиватором стадии божественной трансформации. Ты должна прекрасно понимать разницу между ними. С точки зрения боевого мастерства, культиватор божественной трансформации способен опираться на первородную мирскую ци, поэтому культиватор на поздней стадии зарождающейся души с ним не сравнится. Однако у меня есть секретная техника, которая может временно комбинировать магическую силу нескольких культиваторов, как единое целое. Если мы используем эту секретную технику для подпитки небесного котла, мы сможем активировать эту формацию, уверенно ответила женщина в серебряном одеянии. Правда, сейчас. Неужели ты хочешь использовать моих несокрушимых чевкающих демонов и мою марионетку для этой секретной техники? С задумчивым выражением лица спросил Ханли. Хе-хе, а ты очень умный, господин Даосист Хань. Именно это я и хотела сделать. С объединенной формой несокрушимых чевкающих демонов, марионетки и меня, есть большой шанс, что мы добьемся успеха. Женщина в серебряном одеянии хмыкнула, и ее ледяное холодное поведение сменилось на милое и соблазнительное, словно она превратилась в совершенно другого человека. Однако на Ханли не действовали ее женские чары. Вместо этого он размышлял о чем-то в глубокой задумчивости. «Ты не назвала мое имя. Выходит, я не могу принять участие в этой секретной технике?» — спросил Ханли. «Это не сработает. Эту секретную технику могут использовать только культиваторы на одной стадии культивации. Кроме того, тот, кто может контролировать эту объединенную магическую силу, должен быть культиватором с самой высокой базой культивации. Ты намного сильнее, чем любой другой культиватор на средней стадии зарождающейся души, что я видела, но между тобой и культиватором на поздней стадии зарождающейся души все еще есть большая разница, с улыбкой объяснила женщина в серебряном одеянии. Выражение лица Ханли внезапно изменилось, и он холодно зарычал: «Чтобы управлять небесным котлом, ты сначала должна владеть техникой печати артефакта. Ты просишь меня отдать тебе небесный котел. Духовное сокровище очень ценно, но это единственный выход, если ты не хочешь остаться здесь навсегда». Спокойно ответила ледяной феникс. «Даже не думай об этом, я не соглашусь на это, несмотря ни на что». Женщина в серебряном одеянии была удивлена решимостью Ханли. Она подняла бровь и уже собиралась что-то сказать, как вдруг Ханли перебил ее холодным тоном. «Позволь мне сказать тебе кое-что, это место открывается раз в 300 лет. Даже если мы ничего не сделаем, мы все равно сможем, чтобы выйти, нам просто нужно остаться здесь на некоторое время. Я передумал, так что я не спешу покидать это место. Вместо этого я собираюсь остаться здесь и культивировать. Хе-хе, я найду тебя, как только прорвусь к поздней стадии зарождающейся души. Пока, госпожа Ледяной Феникс». Сказав это, Ханли превратился в полоску лазурного света и покинул каменную террасу, исчезнув в синей дорожке в мгновение ока. Это место открывается раз в 300 лет. Женщина в серебряном одеянии обрадовалась, услышав это, и проглотила слова, которые были на кончике ее языка. Несмотря на то, что она упустила шанс забрать духовное сокровище, то, что она не останется здесь навсегда, несомненно, хорошая новость. Ей не нужно было беспокоиться о том, что Ханли обманет ее, поскольку 300 лет совершенно ничтожны для такого небесного духа, как она, чья продолжительность жизни исчисляется десятками тысяч лет. Изначально она планировала использовать секретную технику с самоуничтожающими побочными эффектами, которые могли бы временно наделить ее силой стадии божественной трансформации, позволив ей убить Хань Ли и забрать небесный котел. Однако использование такой секретной техники чрезвычайно обременительно для ее тела. Мало того, что пользователь этой секретной техники должен был быть ледяным фениксом 10-го ранга, но ее использование наносило большой урон основному ДА пользователя, сделав почти невозможным шанс в будущем перейти на стадию божественной трансформации. Для такого культиватора, как она, который был в шаге от стадии божественной трансформации и который давно выполнил необходимые условия для прорыва, последствия все равно должны были быть катастрофическими. Таким образом, она и сама не хотела использовать эту технику. В связи с тем, что она приближалась к концу своей жизни,
она планировала совершить прорыв в ближайшем времени. Однако воплощение старого дьявола Чо рассказал ей информацию о пространственном узле, поэтому она была завербована для нападения на Северный ночной дворец вместе с ним, что вынудило ее отложить свой прорыв в сторону. Вот почему она все еще была на стадии зарождающейся души. Конечно, переход к стадии божественной трансформации в этом месте тоже был неплохим вариантом. Если она сможет успешно совершить прорыв, она не только сможет убить Ханли, но также сможет забрать его небесный котел и сбежать из этого места. К сожалению, для того, чтобы ледяной феникс мог совершить прорыв в культивации, нужен был особый ритуал, проводимый на святой земле ледовых фениксов на острове Ледяной бездны. В противном случае, даже если прорыв будет успешным, ледяной феникс не сможет сделать дальнейших прорывов в будущем. Женщина в серебряном одеянии не смела пойти на такой риск, прежде чем она сбежит из этого места. Конечно, Ханли не знал об этих вещах, но он открыл ей тот факт, что зал небесной пустоты открывается раз в 300 лет в страхе, что она отвергнет его из чистого отчаяния. Пока она могла видеть проблеск надежды, она не станет сражаться с Ханли насмерть. То, что Ханли сказал о прорыве в стадию поздней зарождающейся души, было, конечно, не более чем ошибочным комментарием. Женщина в серебряном одеянии даже не воспринимала его всерьез. Было нелегко сделать прорыв на стадию поздней зарождающейся души. В этом мире было бесчисленное множество культиваторов на средней стадии зарождающейся души, которые так и не смогли совершить этот прорыв и остались на средней стадии до самой смерти. Женщина в серебряном одеянии стояла на каменной террасе и долго размышляла, а затем пробормотала: «Да, будет так. У меня есть несколько секретных техник, которые я еще полностью не освоила. Сейчас у меня есть хорошая возможность отточить их. Если я смогу успешно справиться с ними, мои шансы на победу увеличатся, если я буду сражаться с этим человеком». Имея это в виду, она топнула ногой по земле и внезапно превратилась в полосу света, летевшую в направлении, противоположном тому, куда полетел Ханли. Она также планировала найти подходящую каменную комнату, чтобы она могла уединиться и начать культивировать. Через полдня Ханли оказался в секретной камере около 400 футов в длину и ширину. Он сидел на земле, сложив ноги перед собой, и перед ним был мутный белый пруд диаметром более 100 футов. Духовная ци, смешанная с духовным ароматом, доносилась из пруда. Это место было таинственной тайной комнатой на втором этаже, где Ханли в последний раз встречался с Юань-Я. Мало того, что это было чрезвычайно скрытое место, здесь также была плотная духовная ци, что делало его выдающимся местом культивации. Однако, чтобы избежать непредвиденных обстоятельств, Ханли запечатал телепортацию на этом этаже, сделав ее временно неэффективной, а затем использовал с помощью нескольких флагов формации скрыть всю секретную комнату. С этими мерами предосторожности было бы трудно найти его, даже для ледяного феникса 10-го ранга. Глава 1128. Небесное предчувствие. Честно говоря, Ханли не хотел оставаться в этом месте. Вместо этого он хотел как можно скорее вернуться в небесный южный регион, чтобы снять проклятую печать души с Нангун-Ван. Однако, если бы он передал небесный котел женщине в серебряном одеянии, это бы ничем не отличалось от самоубийства. Культиватор на поздней стадии зарождающейся души, такой как ледяной феникс, был достаточно силен, чтобы справиться со вторым уровнем техники печати артефакта. Если она возьмет котел под свой контроль, он не сможет сравниться с ней в битве даже вместе с марионеткой и несокрушимыми чевкающими демона. Естественно, он не собирался ставить себя в такую опасную ситуацию. К счастью, Нангун-Ван уже поглотила внутреннее ядро древней огненной жабы. Несмотря на то, что оно не могло полностью снять проклятие, оно определенно могло задержать начало проклятия, таким образом гарантировав ее выживание в течение следующих 300 лет. В этом случае ему ничего не оставалось, как отложить в сторону свою первоначальную цель и культивировать в этом месте. В настоящее время Ханли плотно закрыл глаза и старался дышать как можно спокойнее, воображая себя неодушевленным предметом. В то же время белый туман, исходящий из духовного колодца, медленно дрейфовал к нему, окутывая его завесой тумана, пока он не превратился в шар белого тумана, который полностью скрывал его внутри. Прошел день, месяц, год. Время медленно прошло, и белый туман продолжал дрейфовать к Ханли. Белый шар тумана оставался полностью неподвижным вокруг него, словно он был рожден в день сотворения мира и будет существовать вечно. В мгновение ока прошло 80 лет. В тот день несколько кораблей разных размеров причаливали и отчаливали из дока определенного острова в области моря рассеянных звезд. Кроме того, на остров летели также некоторые высокоранговые культиваторы. Помимо этой единственной точки, через которую можно прибыть или отойти, остальная часть острова была полностью закрыта ограничением. Таким образом, в доке было довольно шумно и оживленно. Недалеко от берега было несколько маленьких гор разных размеров.
На самой высокой из этих гор был незамысловатый белый павильон, конструкция которого была построена с использованием массивных камней, но обладавшая грубым очарованием. На верхнем этаже этого трехэтажного павильона находился даосский священник в синей мантии и ученый в белой мантии, которые обсуждали что-то, поглядывая на док. Старший боевой брат Мин, я слышал, что коалиция «Звездопад» и Дворец звезд снова столкнулись в бою у острова падения звезд. На этот раз погиб культиватор формирования ядра из коалиции «Звездопада». Похоже, что коалиция «Звездопада» понесла крупную потерю, медленно сказал ученый. В последние несколько лет конфликты между Дворцом звезд и коалицией «Звездопада» участились. Похоже, нас тоже могут втянуть в следующую крупную битву. Коалиция «Звездопада» явно завоевала господство в этом перетягивании каната, захватив более 20 островов во внутреннем Звездном море. Тем не менее, Дворец звезд выиграл большинство сражений между двумя державами, сказал даосистский священник. Хе-хе, что в этом странного? Небесные звездные мудрецы культивировали свет божественной эссенции, и пока они не отдаляются от острова Небесной звезды слишком далеко, они практически неуязвимы. Разве ты не слышал о том, что произошло в одной из последних битв? Архиепископ Шести Путей объединил силы с Ван Сангу, но все равно был побежден около острова Небесной звезды, однако небесные звездные мудрецы не смеют покидать остров Небесной звезды так долго, поэтому их культивация серьезно затруднена. Следовательно, обе державы настороженно относятся друг к другу, и жертвами этого безвыходного положения являются такие маленькие секты, как наша, холодно усмехнулся ученый. Даосский священник в синей мантии мрачно сжал губы и сказал: «Это правда. В прошлом обе эти державы собирали войска только из окружающих сект, с которыми было не так уж сложно справиться, поскольку мы могли просто отправить им нескольких низкоранговых учеников. Но тогда мы должны были платить налоги только одной стороне, но теперь мы должны платить налоги обеим державам. Времена становятся намного сложнее». Ха-ха, ты, конечно, не хочешь обременять себя ненужными заботами, старший боевой брат Мин. Нам, ученикам стадии заложения основа, не стоит думать о таких сложных вопросах. Наши боевые старшие позаботятся об этих вопросах. Пока наш патриарх рядом, эти две силы не посмеют оказать слишком сильное давление на нас. Нам просто нужно продержаться в течение этого двухлетнего периода. После этого мы сможем вернуться и сосредоточиться на культивации. Кстати, когда я вышел из своего последнего уединения, я почувствовал, что вот-вот пробьюсь на среднюю стадию заложения основ. На лице ученого внезапно появилось самодовольное выражение. Услышав это, на лице даосистского священника появилось завистливое выражение, и если через 100 лет ты сможешь продвинуться до средней стадии заложения основ, то твоя способность исключительна. Я застрял на средней стадии на несколько десятилетий, но пока не было никаких намеков на неминуемый прорыв. Ученый скромно махнул рукой и сказал: «Ты слишком добр, старший боевой брат Мин. Все знают, что узкое место на ранней стадии заложения основ совершенно несопоставимо с тем, что на средней стадии. Есть большая вероятность, что я даже не смогу сравниться с твоим прогрессом». Услышав это, на лице даосского священника мелькнула кривая улыбка, и когда он уже собирался что-то сказать, раздался оглушительный грохот, в результате чего весь павильон затрепетал. Оба они были ошеломлены этим, и, переглянувшись между собой, сразу посмотрел на док. В воздухе, в 5 километрах от дока, появился плотный туман, который непрерывно поднимался и падал, а изнутри него доносился грохот, напоминавший топот копыт множества лошадей. Вместе с этим грохотом на поверхности океана внезапно появилась массивная волна высотой более 1000 футов, и серебристо-белая линия быстро пронеслась к доку. На кораблях возле дока началась паника, и они изо всех сил пытались войти в док как можно скорее. Смертные начали покидать свои корабли, стараясь выкарабкаться с кораблей на берег. Перед лицом такой удивительно массивной волны каждый понимал, что пребывание на их кораблях сродни самоубийству. Что касается товаров и запасов на этих кораблях, то их судьба теперь в руках богов. Даосский священник в синей одежде и ученый полностью игнорировали эту чудовищную волну. Вместо этого они пристально смотрели на падающие облака и туман в небе с напряженными выражениями на лицах. Прошло совсем немного времени, и они уже обильно потели. Не только они, но и выражения на лицах всех культиваторов в доке также кардинально изменились. Некоторые из них, низкоранговые культиваторы, даже не могли активировать свои сокровища, чтобы покинуть это место, вынуждая их неустойчиво спускаться с воздуха над головой. Духовное давление, исходящее из тумана, было невероятным. Несмотря на то, что они вдвоем находились так далеко, они все равно были ошеломлены колебаниями этой духовной ци. Словно к ним приближался первородный демонический зверь. В этот момент начали дрожать не только здания возле дока, но и весь массивный остров начал содрогаться.
Даосский священник в синей одежде и ученый почувствовали, будто от страха у них в горле пересохло, и не могли сказать ни слова. В этот момент изнутри острова внезапно вырвалось 3 полоски света, которые в мгновение ока появились над павильоном, а затем устремились по отдельности на верхний этаж. Свет отступил, обнажив женщину и 2 мужчин. Это были мускулистый мужчина в длинном халате, пожилой мужчина в лазурной одежде с хмурым выражением на лице и женщина с соблазнительной фигурой. После появления своих боевых старших даосский священник и ученый наконец пришли в себя и поспешно бросились, чтобы отдать им свое почтение. «Что произошло?» — спросил мускулистый мужчина с серьезным выражением лица. «Боюсь, что не знаю, боевой старший. Этот туман внезапно появился в небе, и мы уже собирались связаться с вами, используя наши талисманы передачи голоса», быстро ответил даосский священник в синей мантии. Услышав это, 3 культиватора формирования ядра молча уставились в небо. Что это такое? Какой-то высокоранговый демонический зверь, который выдыхает этот туман? Нахмурившись, спросила женщина. Пожилой мужчина в лазурном одеянии покачал головой, прищурившись, и ответил: «Нет. В этом тумане нет демонической ци, поэтому там не может быть демонического зверя. Кроме того, демонический зверь не способен создать такое явление. По крайней мере, он должен быть на стадии метаморфоза. Нет никакого способа, чтобы демонический зверь такого уровня появился бы здесь. Неужели это какая-то техника культиватора стадии зарождающейся души?» С недоумением спросил мускулистый мужчина. Пожилой мужчина глубоко вздохнул и сказал: «Не похоже на то. Насколько я знаю, кроме нескольких дьяволов зарождающейся души, владеющих дьявольскими искусствами, нет никого, кто бы использовал технику, которая могла бы породить такое явление. На мой взгляд, это больше похоже на небесное предчувствие, указывающее на то, что должно появиться некое сокровище». Мускулистый мужчина изменился в лице, услышав это. В этот момент по всей комнате раздался голос пожилого человека: «Что за ерунда насчет сокровищ? Вам конец, если вы продолжите так думать». Пожилой мужчина был поражен этим голосом и поспешно встал прямо. Внезапно засверкал синий свет, вслед за которым в комнате появился худой мужчина средних лет. «Примите наше почтение, боевой дядя», — дружно поздоровались они. И даосский священник, и ученый были удивлены, услышав это, а затем тоже поклонились мужчине средних лет. Только тогда они мельком увидели мужчину средних лет с нездоровым цветом кожи и парой серовато-белых глаз, из-за чего он казался слепым. Мужчина средних лет устремил свой невыразительный взгляд в пустоту, говоря холодным голосом: «Вы слишком самоуверены. Даже если это действительно небесное предчувствие, указывающее на появление сокровища, вы думаете, что сможете получить это сокровище. Даже если каким-то чудом вы на самом деле получите это сокровище, вас все равно потом убьют из-за него. Насколько я знаю, старый дьявол Хун где-то рядом, и он совершенно не станет игнорировать это явление». Глядя на туман в небе, на его лице появилось торжественное выражение. Все 3 культиваторов формирования ядра сразу же огорчились упоминанием об этом старом дьяволе Хуне. «Даже если мы не сможем получить это сокровище, разве ты не сможешь сделать это, боевой дядя?» Соблазнительная женщина все еще не хотела отказываться от этой возможности. «Если это действительно какое-то сокровище, то я, естественно, постараюсь заполучить его. Другие люди могут бояться старого дьявола Хуна, но я не против сразиться с ним. Жаль, что вероятность того, что это небесное предчувствие, указывающее на появление сокровища, крайне мала», — ответил мужчина средних лет. В этот самый момент в небе внезапно вспыхнул ослепительный белый свет. Разноцветное облако и туман мгновенно превратились в ничто, и каждый в павильоне, кроме мужчины средних лет, был вынужден закрыть глаза. Однако в тот же момент пространство на месте тумана внезапно начало искривляться и искажаться, после чего духовное давление резко стало снижаться. В белом свете внезапно появился Белый дворец, паривший в воздухе. Когда все в павильоне снова открыли глаза, они были ошеломлены появлением этого дворца. Глава 1129. Поздняя стадия зарождающейся души. Мужчина средних лет изменился в лице и воскликнул: «Это зал небесной пустоты. Невозможно. С его последнего открытия не прошло 300 лет. Он издалека узнал этот дворец». Даосский священник в синей одежде и ученый не проявили никакой реакции при упоминании о зале небесной пустоты, но все 3 культиватора формирования ядра были ошеломлены, услышав это. Голос мускулистого человека задрожал, и он воскликнул: «Зал небесной пустоты? Тайное место с непостижимыми древними сокровищами. Почему дворец здесь? Странно, что он появился раньше времени, но даже если это действительно зал небесной пустоты, никто не сможет войти в него без фрагмента карты небесной пустоты». Что это?
Кажется, кто-то приближается к нему. Пока мужчина средних лет размышлял в недоумении, вдалеке внезапно забурлило огромное пространство огненных облаков. Заклинатель огненного облака, казалось, также обнаружил это явление в воздухе и направлялся во дворец, чтобы оценить ситуацию. Мужчина средних лет изменился в лице, увидев огненное облако. Он также намеревался отправиться во дворец, но в его глазах вспыхнул холодный свет, и он тотчас же передумал. Когда огненное облако почти достигло дворца, из дворца внезапно вспыхнул разноцветный взрыв света, и прямо в океан вырвался чрезвычайно толстый столб лазурного света. Неожиданно на поверхности океана появилась большая черная дыра. Морская вода раздвинулась в стороны вокруг столба света, создавая большой вихрь. Однако в следующее мгновение произошло нечто неожиданное. В центре лазурного столба света возникла белая формация, радиус которой составлял несколько десятков футов. Затем из формации вспыхнул белый свет, из которого материализовались мужчина, женщина и массивный лазурный котел. Но казалось, оба они все еще были временно заперты в столбе света. В этот момент огненное облако уже было почти над ними, но оно внезапно слегка дрогнуло, словно его заклинатель также не знал, что делать. Однако, внезапно, внутри белого шара света раздался мощный взрыв, ударная волна которого отразилась по всему дворцу. Пространственные колебания немедленно распространились вперед, и дворец исчез среди вспышки пронизывающего белого света. Лазурный столб света вспыхнул несколько раз, а затем рухнул, оставив в воздухе только мужчину, женщину и огромный котел. Заклинатель огненного облака, казалось, почувствовал опасность, и его облако тут же развернулось, улетев в противоположном направлении. Однако женщина подняла бровь при виде этого и взмахнула рукавом. Из ее рукава вырвалось более 100 полупрозрачных мечей, метнувшиеся прямо к огненному облаку, заполнив все небо жутким ледяным светом. Мечи летели с невероятной скоростью и с легкостью догнали огненное облако, начав после этого мощную атаку. Из облака тут же послышался рев ужаса и ярость, а затем в его глубинах вспыхнул морозный свет. У культиватора в облаке, казалось, было с собой какое-то сокровище. Однако полупрозрачные мечи, казалось, были настоящим проклятием существования огненного облака, поскольку, соприкоснувшись с ним, оно сразу же рассеялось. Призванные сокровища были разрезаны пополам, прежде чем смогли проявить свою силу и попадали с неба, как куски лома. Культиватор в огненном облаке пришел в ужас при виде этого и попытался применить технику уклонения, но было уже слишком поздно. В следующее мгновение полупрозрачные мечи атаковали его, и послышался крик боли. Тело и душа культиватора были полностью уничтожены. Когда культиватор был убит, с неба посыпались сгустки крови и плоти. Культиваторы формирования ядра испугались при виде этого, и даже на лице вечно спокойного мужчины средних лет появился страх. Губы мускулистого мужчины задрожали, и он сказал с наигранной улыбкой на лице: «Боевой дядя, культиватор в огненном облаке, был одним из учеников старого дьявола Хуна». Мужчина средних лет глубоко вздохнул и сухо ответил: это был не его ученик, а сам старый дьявол Хун. В противном случае, кто еще смог бы использовать такую мощную технику пылающего пламени? Несмотря на то, что 3 культиватора формирования ядра подозревали это, они все равно невольно вздохнули в унисон, когда мужчина среднего возраста подтвердил эту идею. Но старый дьявол Хун — такой же культиватор зарождающейся души, как и вы, военный дядя. Как его могли с такой легкостью убить? Похоже, даже у его зарождающейся души не было шанса уйти. Соблазнительная женщина была совершенно ошеломлена. Пожилой мужчина в лазурной одежде и мускулистый мужчина тоже не верили своим глазам. Мужчина средних лет ничего не ответил. Вместо этого он пристально смотрел на то, что происходило вдалеке. В этот момент мужчина и женщина в воздухе, казалось, обменялись несколькими фразами, на которые женщина холодно хихикнула в ответ. Затем она призвала все свои летающие мечи обратно и исчезла вдалеке в виде полоски света длиной более 100 футов. Мужчина покачал головой, а затем перевел свое внимание на док. Затем он превратился в довольно неприметную полоску лазурного света и полетел к острову, и скорость его движения тоже была не такой уж удивительной. Однако выражение лица мужчины средних лет изменилось при виде этого, и он срочно проинструктировал: «Вы, трое, останьтесь здесь и держите себя в руках. Я скоро вернусь». Сказав это, мужчина средних лет выскочил из павильона в виде синей полоски света навстречу лазурной полоске света. Все оставшиеся в павильоне переглянулись между собой. Они только что стали свидетелями того, как эта женщина убила культиватора того же ранга, что и их боевой дядя, словно раздавила муравья. Этот человек сопровождал ее из зала небесной пустоты, так что уровень его культивации наверняка был не ниже ее. Таким образом, все они очень нервничали. Не только они, но даже мужчина средних лет, летевший к лазурной полоске света, также чувствовал себя очень неловко. Однако, увидев эту женщину в действии издалека, он сразу же принял решение.
Скорее всего, эта женщина была культиватором на поздней стадии зарождающейся души, сравнимая с небесными звездными мудрицами и архиепископом шести путей. Если бы у них были злые намерения, он бы ни за что не смог бы сбежать. В конце концов, он был просто культиватором на ранней стадии зарождающейся души, и между их уровнями силы была слишком большая разница. Таким образом, лучший способ действий был добровольно поприветствовать их лично, а не пытаться бежать. Таким образом, приняв решение, этот культиватор на ранней стадии зарождающейся души собрался с духом и полетел к Хань Ли. Через несколько мгновений две полосы света сошлись воедино. Лазурный свет отступил, и показался Хань Ли. Мужчина средних лет также остановился на расстоянии более 100 футов, а затем повернулся к Хань Ли. Он обнаружил, что человек, стоящий перед ним, был молодым человеком в лазурной мантии. В его внешности не было ничего примечательного, а кожа была слегка темной. В настоящее время на его лице была легкая улыбка, когда он смотрел на мужчину средних лет. Мужчина средних лет раскрыл свое духовное чутье, чтобы проверить уровень культивации Хань Ли. На мгновение его зрачки расширились, и он соединил руки в приветствии. «Я старейшина Ган Лин из секты Желтого Песка. Могу я узнать ваше имя? И нужна ли вам какая-либо помощь от меня?» Несмотря на то, что мужчина средних лет говорил с Хань Ли на равных, он старался подбирать как можно более почтительные слова. Хань Ли осмотрел мужчину средних лет, услышав это, и с улыбкой на лице сказал: «Моя фамилия Хан. Помнится, однажды слышал о секте Желтого Песка, но это было слишком давно. Этот остров в вашем владении. Наша секта — всего лишь небольшая секта в области моря рассеянных звезд, поэтому не странно, что вы не слышали о нас, господин Даосист Хань. Если вы хотите, вы можете посетить нашу секту». Мужчина средних лет с облегчением увидел, что Хань Ли выглядел весьма доброжелательным и дружелюбным. Тем не менее, он по-прежнему не смел показывать инакомыслие. Он только что подтвердил своим духовным чутьем, что Хань Ли действительно был культиватором поздней стадии зарождающейся души, поэтому ему нужно было быть очень осторожным. После продолжительного периода культивации, длившегося более 80 лет, Хань Ли наконец сбежал из зала небесной пустоты. Вначале он потратил 60 лет на культивацию с помощью духовного колодца, чтобы достичь пика средней стадии зарождающейся души. Затем он использовал следующие 20 лет, чтобы укрепить свою базу культивации, чтобы достичь предпосылок для прорыва. После этого он попытался преодолеть узкое место, надеясь, что ему повезет. В результате он чуть не потерял дар речи от произошедшего. Он обнаружил, что в его попытке совершить прорыв не было препятствий, и он с легкостью поднялся на позднюю стадию зарождающейся души. Даже после того, как он стал культиватором на поздней стадии зарождающейся души, он не мог в это поверить. В конце концов, прорыв к средней стадии зарождающейся души был для него чрезвычайно трудным процессом, и он преуспел только после приготовления множества таблеток и лекарств, которые помогли ему во время процесса. Для этой попытки прорваться на позднюю зарождающейся души он приготовил только несколько обычных таблеток и не возлагал больших надежд, но процесс был таким же простым, как дыхание воздухом. Легкость, с которой он совершил прорыв, оставила его крайне озадаченным. Он размышлял о процессе снова и снова, но все еще не мог понять ситуацию. Возможно, это было из-за того, что техника великого развития, которую он культивировал в сочетании с таблеткой культивации зарождающейся души, которую он употребил, наконец вступила в силу. Возможно, радужный шар, появившийся из-за употребления им небесной таблетки, улучшил способность его духовных корней. Возможно, искусство владения мечом лазурной эссенции, которое он культивировал, значительно облегчило ему переход на позднюю стадию зарождающейся души. Возможно, его база культивации была намного выше, чем у других культиваторов его ранга. Все вышеперечисленные факторы были правдоподобными возможностями, и это также мог быть тот случай, когда сочетание этих факторов было ответом, который он искал. В конце концов, Хань Ли отказался от попыток определить основные причины. В конце концов, эти условия было невозможно воспроизвести для какого-либо успешного прорыва на позднюю стадию зарождающейся души. В противном случае, в мире смертных было бы гораздо больше великих культиваторов. Сделав свой прорыв, Хань Ли, естественно, снова культивировал кипригель 8 духов и небесный котел, а затем с легкостью освоил второй слой техники печати артефактов. После этого он отправился на поиски женщины в серебряном одеянии, которая также культивировала в уединении все время. Когда они встретились, у нее отвисла челюсть от того, что Хань Ли стал культиватором поздней стадии зарождающейся души. В результате она полностью отказалась от любых мыслей о нападении на Хань Ли. Используя свою секретную технику, они вдвоем, вместе с 5 дьяволами и марионеткой, действительно смогли активировать контрольную формацию, тем самым вынудив зал небесной пустоты временно раскрыться над областью моря рассеянных звезд.
Затем они вдвоем использовали контрольную формацию, чтобы телепортироваться из зала вместе с небесным котлом. Культиватору, который выпустил огненное облако, просто очень не повезло. Ледяной Феникс была в ловушке в зале небесной пустоты в течение почти столетия и была очень взволнован легким переходом Хань Ли на стадию поздней зарождающейся души. Как раз в разгар своего разочарования старый дьявол Хун появился у нее под носом в качестве живой груши, предложение, от которого она, естественно, не собиралась отказываться. После этого она оставила Хань Ли в поисках пути в Великую Империю Цзинь. Хотя Хань Ли шагнул вперед в своей культивации, ему все равно не нравилась вероятность того, что она может напасть на него, поэтому он позволил ей уйти. Конечно, он не собирался рассказывать ей о древней транспортной формации, которая может привести его обратно в небесный южный регион. Глава 1130. Секта Желтого Песка. Разделившись с ледяным Фениксом, Хань Ли убрал небесный котел и полетел к острову. Естественно, он не собирался создавать проблемы для культиваторов на этом острове. Он просто хотел оценить свое текущее местоположение и понять ситуацию в области моря рассеянных звезд. Затем он выяснит, как вернуться на остров Звездной Пыли, где сможет найти эту древнюю транспортную формацию. Тот факт, что этот мужчина средних лет взял на себя инициативу подойти к нему и оказал такой теплый прием, был довольно удивительным для Хань Ли. Однако он все равно хотел посетить остров, поэтому он решил принять приглашение этого человека. На этом нынешнем уровне силы он не боялся простого культиватора на ранней стадии зарождающейся души, даже если тот строил заговор у него за спиной. Мужчина средних лет был удивлен и обрадован тем, что Хань Ли принял его приглашение, и он поспешно отправил талисман передачи голоса своим ученикам, а затем проводил Хань Ли к острову. Хань Ли расспрашивал об окрестностях и выяснил, что этот остров назывался островом Горьких Ворот. Это был довольно большой остров с несколькими городами, населенными только смертными, и весь остров был полностью под контролем секты Желтого Песка. В нескольких миллионах километров к северу от острова Горьких Ворот лежал остров Звездный Подъем, один из 12 островов внутренней Звездного моря. Сердце Хань Ли замерло, услышав это. Обладая исключительной памятью, он все еще прекрасно помнил карту области моря рассеянных звезд. Если он не ошибся, то место, в котором он сейчас находился, было недалеко от небесного звездного города. Однако оно было довольно далеко от острова Звездной Пыли, и ему придется пролетать мимо небесного звездного города по пути туда. Огромное количество демонов в области моря рассеянных звезд было совершенно несопоставимо с небесным южным регионом и Великой Империей Цзинь. Однако Хань Ли больше не интересовался демоническими ядрами низкоранговых зверей. Демонических зверей стадии метаморфозы 8-го ранга и выше бы невозможно приманить радужной травой, поскольку они уже обладали интеллектом. В противном случае он не возражал бы совершить еще одно путешествие во внешнее Звездное море. Поэтому Хань Ли позволил культиватору средних лет проводить его к доку. Затем, пройдя несколько тысяч километров до острова, они поднялись в воздух над высокой горой с великолепными пейзажами и обильной духовной ци. На вершине горы было несколько роскошных дворцов и павильонов. Кроме того, над ними кружили неизвестные Хань Ли, но красивые существа, в результате чего эта сцена напоминала рай. Хань Ли повернулся к культиватору среднего возраста с улыбкой и сказал: «Кажется, твоя секта процветает, господин Даосист Ган». «Ха-ха, я рад, что вам понравилось, брат Хань. Мы всего лишь кучка людей, которые культивируют здесь», мужчина средних лет усмехнулся с кривой улыбкой. Он знал, что культиватор зарождающейся души с легкостью мог видеть сквозь эти иллюзии. Хань Ли улыбнулся, но ничего не сказал. Однако, прежде чем они смогли спуститься, с вершины горы заиграла небесная музыка. Две группы прекрасных женщин-культиваторов в роскошных платьях вышли из дворцов внизу. Их возглавляли 3 культиватора формирования ядра, смотря на Хань Ли с благоговением в глазах. Хань Ли невольно усмехнулся при виде этого, но все же спустился к приветствующей группе культиваторов внизу. Каждый расступился перед ним в направлении одного из главных залов на вершине. К удивлению Хань Ли, внутри было довольно просторно и просто, хотя и не так роскошно, как он ожидал. Мужчина средних лет и Хань Ли сели за стол, остальные трое отошли в сторону. Хань Ли перешел сразу к делу и стал расспрашивать о нынешней ситуации в области моря рассеянных звезд. Мужчина средних лет был довольно озадачен этими вопросами, но счёл Хань Ли неким могущественным существом, которое много лет находилось в уединении. Естественно, он рассказал Хань Ли все, что знал. Услышав, что в области моря рассеянных звезд было гораздо больше волнений, чем когда он покинул это место, Хань Ли невольно замолчал, чтобы переварить эту информацию. После долгого размышления мужчина средних лет, наконец, решил, что Хань Ли совершенно не был жестоким и свирепым человеком. Таким образом, он набрался смелости и спросил: «Брат Хань, это место, откуда вы вышли, это легендарный зал небесной пустоты? Как вы вышли из этого места?»
Хань Ли изменился в лице, услышав это, и пришел в себя от своих размышлений. Ты смог узнать зал небесной пустоты одним взглядом. Кажется, у тебя, господин даосист Ган, обширные знания. Я был в ловушке там какое-то время и только что сбежал, небрежно ответил Хань Ли. Мужчина средних лет понял, что Хань Ли не хотел вдаваться в подробности по этому вопросу, поэтому он не осмеливался спросить о чем-то еще. Вместо этого он сменил тему на ледяного феникса. Понятно. Могу я спросить, кто эта женщина с вами? Она также была со мной в ловушке дворца. У нее были некоторые важные дела, и ей пришлось уйти, равнодушно ответил Хань Ли. Понятно. Она тоже культиватор на поздней стадии зарождающейся души. Брат Хань. Осторожно спросил мужчина средних лет. Хе-хе, она давно достигла поздней стадии зарождающейся души. Я не могу надеяться сравнить с ней, хмыкнул Хань Ли в ответ. Услышав это, сердце пожилого культиватора вздрогнуло, и он стал прокручивать имена известных женщин-культиваторов в области моря рассеянных звезд. Однако он просто не смог узнать эту женщину в серебряном одеянии. Внешность Хань Ли была совершенно ничем не примечательной, что еще больше затрудняло его идентификацию. Однако это не было причиной для тревоги. Культиваторы такого уровня очень часто уходили в уединение и культивировали веками. Господин даосист Ган, в настоящее время я остро нуждаюсь в среднеранговых духовных камнях и материалах. Конечно, было бы лучше, если бы у тебя оказались высокоранговых духовные камни. У меня сейчас есть 2 сокровища, которыми я не обладаю и не использую в данный момент, и я был бы рад предложить их для обмена, вдруг сказал Хань Ли. Затем он взмахнул рукавом над деревянным столом перед собой, и во вспышке зеленого света на столе появилось 2 предмета, один из которых был серебряным, а другой — желтым. Это было серебряное кольцо и древняя желтая алебарда. Это были те самые древние сокровища, которые он получил после убийства тех высокоранговых демонов в зале духовной пустоты. Сокровища этого калибра были, естественно, бесполезны для Хань Ли, но в таком месте, как область моря рассеянных звезд, где изысканные материалы и сокровища были очень редкими, эти сокровища были бы чрезвычайно востребованы. По духовной силе, исходящей от 2 сокровищ, можно определить, что это были высокоранговые сокровища, которые были редкими даже среди древних сокровищ. Вы слишком добры, брат Хань. Проблем с поиском среднеранговых духовных камней и материалов не возникнет. У нас есть обширный запас как здесь, так и в секте. Если вам будут нужны материалы, которых у нас нет, я могу заставить людей найти на рынках острова. Что касается высокоранговых духовных камней, боюсь, их всего на острове 7 или 8. Если вам они нужны, мы бы будьте счастливы обменять их с вами. Глядя на 2 редких древних сокровища, мужчина средних лет не смог устоять перед ними. Он совсем не удивился тому, с какой легкостью Хань Ли вынул 2 этих сокровища. 7 или 8 высокоранговых духовных камней. Услышав это, на лице Хань Ли появилось своеобразное выражение. По его сведениям, нехватка духовных камней в области моря рассеянных звезд была еще более острой, чем в небесном южном регионе. Откуда у секты Желтого Песка столько высокоранговых духовных камней, поначалу мужчина средних лет был обеспокоен выражением на лице Хань Ли. Однако, казалось, он быстро понял, в чем дело. «Ха-ха, извиняюсь за путаницу, я виноват, что не рассказал вам об этом. Более 100 лет назад кто-то обнаружил очень большой рудник духовных камней на острове во внешнем море. Оттуда было извлечено множество высокоранговых духовных камней, так что нехватка духовных камней стала не такой серьезной, как в прошлом. Сейчас практически у всех сект есть несколько в хранилищах. Рудник высокоранговых духовных камней. В мире существует шахта такого ранга. Хань Ли был очень удивлен, услышав это. Так и есть. Сначала мы думали, что это просто фальшивые слухи. Однако Дворец звезд и коалиция звездопада вступили в массовую войну за право собственности на остров. Только тогда мы поняли, что новость была правдой. Слышал, что рудник даже привел внимание высокоранговых зверей из внешних звездных морей, и они также присоединились к битве. В результате погибло много культиваторов и демонических зверей, и теперь рудник был разделена между 2 сторонами для временного перемирия, объяснил мужчина средних лет. Хань Ли кивнул, но ничего не сказал. Это была хорошая новость для него. После использования его марионетки в нескольких предыдущих сражениях его запас высокоранговых духовных камней почти иссяк, и это была хорошая возможность получить еще немного. К счастью, этот район был не очень далеко от небесного звездного города, и он все равно заскочил бы туда по пути к своему конечному пункту назначения. Таким образом, ему не понадобится слишком много времени, чтобы сделать обход и использовать транспортную формацию Дворца звезд, чтобы добраться прямо к этому руднику. Таким образом, Хань Ли сразу принял решение.
Он немедленно вытащил нефритовую пластинку из своей сумки и скопировал в нее список необходимых материалов. Затем мускулистый культиватор формирования ядра взял пластинку и ушел на поиски этих материалов по приказу мужчины средних лет. После этого Хань Ли начал болтать с этим великим старейшиной секты Желтого Песка. Мужчина средних лет явно старался быть уважительным и гостеприимным, поэтому Хань Ли, естественно, тоже общался с ним по-дружески. Мужчине среднего возраста редко выпадал случай повстречаться с культиватором поздней стадии зарождающейся души, поэтому он, естественно, поднял несколько вопросов о своей собственной культивации. Хотя Хань Ли только что достиг поздней стадии зарождающейся души, но он видел огромный спектр искусств культивации как праведных, так и дьявольских секретных техник. Таким образом, его опыт действительно мог вдохновить мужчину средних лет, что сделало его отношение еще более уважительным к Хань Ли. Пожилой мужчина в лазурной одежде и соблазнительная женщина, стоящая в стороне, внимательно слушали этот разговор. В конце концов, для них это была крайне редкая возможность. Несколько часов спустя в комнату вспыхнула полоса света, и мускулистый мужчина вернулся с выпуклой сумкой для хранения в руке. Старший, в списке есть несколько материалов, которые отсутствуют на этом острове, но я собрал все остальное. Я также положил в сумку все наши высокоранговые духовные камни. Мускулистый мужчина шагнул вперед и протянул сумку для хранения Хань Ли обеими руками. Хань Ли принял сумку для хранения и просмотрел ее содержимое своим духовным чутьем, и после увиденного на его лице появилось удовлетворенное выражение. «У меня все еще есть кое-какие дела, которыми я должен заняться, поэтому я вынужден отклониться. Мне пора». Хань Ли убрал сумку для хранения и кивнул культиватору среднего возраста, сидящему напротив него. Он не был заинтересован в дальнейшем разговоре с этими культиваторами, поэтому он метнулся прочь в виде полоски лазурного света. Этот старший наконец ушел. Я думал, что на этот раз у нашей секты Желтого Песка большие проблемы. Этот старший Хань, похоже, неплохой человек. Как только Хань Ли исчез вдали, соблазнительная женщина с облегчением вздохнула и смогла наконец расслабиться, что свидетельствовало о том, что она только что пережила опасное потрясение.